Всем привет! Транспортной компанией нам отправили лодочный мотор Тахацу 4 силы, 4 такта. Владелец сообщил нам, что мотор то работает, то не работает, то он глохнет на высоких оборотах, то запускается, то не запускается. Первым делом мы выкрутили свечу, стали смотреть искру. Искры нет. В первую очередь решили отключить кнопку аварийной остановки двигателя. Кнопка на Тахацу в принципе надежная, очень редко она выходит из строя. Решили отсоединить один провод от кнопки, и, о чудо, искра появилась. Явно же, что проблема в кнопке. А потом увидели, что ЧК безопасности здесь ямаховская. Вот для сравнения, слева ямаховская ЧК, справа от Тахацу. Посмотрите, насколько ямаховская ЧК тоньше, чем у Тахацу. И это как раз играет большую роль. Если мы устанавливаем ямаховскую ЧК в кнопку Тахацу, то при установке кнопка недостаточно отодвигается и остается замкнутой, не будет искры. Соответственно, я уверен, что проблема с мотором была именно в этом. От вибрации контакт мог пропадать и снова появляться. Мотор то работает, то глохнет. Владелец даже сказал, что менял катушку под маховиком. С этой ошибкой мы сталкиваемся уже не в первый раз. И даже снимали видео по этой теме. Но мы понимаем, что не все смотрят наш канал, да и то видео уже давно ушло вниз. Поэтому так мы и назовем. ЧК безопасности от Ямахи не подходит на Тахацу. Если потеряли ЧК и у вас мотор Тахацу, значит нужно покупать ЧК именно от Тахацу. Запустили двигатель, работает хорошо. Ни на каких оборотах он не глохнет. Запускается отлично. Единственная проблема, которую мы обнаружили, это заклинивший в открытом положении термостат. И двигатель не нагревался. Сняли топливный бак, сняли крышку термостата, заменили его. И все. Закажем ЧК безопасности от Тахацу. Пишите комментарии, стоит ли говорить об этом владельцу или взять с него кучу денег за то, что он не смотрит наш канал. Кстати, этот мотор Тахацу 4 можно раздушить до 6 лошадиных сил путем замены карбюратора. Мотор 2003 года, надежный, беспроблемный, на длинной ноге. Вот так работает мотор, трясется, одноцилиндровый. Работает, не глохнет. Никаких проблем больше не обнаружено. Ссылку на предыдущее видео с кнопкой оставим в описании. Там мотор был двухтактный. В этот раз нам попался четырехтактный мотор. На этом все. Всем пока.